Всем привет! В этот раз я посетил провинцию Ранонг. Эта провинция расположена на границе Таиланда и Мьянмы. Ранонг – наименее населенная провинция Таиланда. 80% ее территории покрыто лесами, из них 67% – это горные территории. А провинцию с Мьянмой разделяет река Крабури. Приехал в еще одно интересное место в Ранонге. Это бывший каньон, на месте которого сейчас пруд такой небольшой. И в этом пруду содержат много разных интересных рыб. Цветных, каких-то красных, белых, оранжевых, синенькие. Ну, в общем, примерно из тех декоративных рыб, которых содержат в основном при отелях здесь в Таиланде больше, где вот для них какие-то небольшие бассейны, и они там плавают. Вот здесь такая же история, вот как много. Еще интересно, что здесь можно взять каяк на прокат. Вот там дальше каяки вот. И за 120 бат можно покататься по всему озеру и покормить рыбок. Кормить можно. Либо специальный корм здесь покупаешь, либо что-то свое привозишь. Я думаю, не против. При мне вот сейчас и при сотруднике тайцы кормили каким-то кормом, похоже на что-то из собачьего, что-то такое. И рыбки с удовольствием ели нормально. Вот сейчас пришел, по лестнице спустился, вот они прямо по лестнице. Здесь подплывают много разных. В общем, на рыбалку можно ходить прям рукой, пытаться ловить. Я думаю, не проблема будет поймать. Попробуем сейчас взять одну. Ну, что-то пытается вроде бы. О, взял, напрыгнула. И сюда. О, ловится. Ну так вот. Вот так здесь активно не прыгают, плавают. Интересно, что я это снимаю. Подпрыгивают. Сейчас покажу, как я их снимал под водой. И они там пытались некоторые мне в камеру прыгнуть, съесть. Ну, они так думали, что съесть ее можно. Ну и еще небольшой плюс этого места, что здесь есть вот такие вот столики. Их очень много по территории, и они прям на окраине пруда. И можно присесть, что-нибудь поточить, если есть желание. В принципе, заметил, что некоторые тайцы приезжают сюда, садятся, кушают что-то и уезжают. Вот такие рыбки еще здесь висят на деревьях, разноцветные. Вон еще зеленая есть, розовая. В принципе, я то же самое сейчас делаю. Сяду, поем и дальше поеду. Наверное, одно из самых интересных мест здесь. Это маяк на пирсе. Находится он между Мьянмой уже и Таиландом. То есть вот то, что дальше от пирса он туда уходит, это туда уже это горы Мьянмы, другая страна. А это вот пирс, маяк, на который сейчас поднимемся и посмотрим, что там сверху. В общем, вот такой маяк здесь находится. Вот сзади меня на фоне, вот туда, там вверх идет. Примерно где-то 6 этажей. Подняться туда не получилось. Сказали, что не работает из-за ковида. Странно, как бы непонятно. Причем ковид, и как бы из туристов тут примерно я и больше никого. Или может быть еще кот какой-нибудь, которого я в принципе тоже тут не вижу. Бегал там в начале. Все, какой ковид, что там непонятно, но в общем не работает. Но интересно, что вот буквально, наверное, километр, наверное, метров 800, и вот уже Мьянма, другая страна. Вот. Поэтому примерно как-то так здесь выглядит этот маяк.
большой и интересный. Вообще на нем есть лифт, который поднимает вас наверх сразу же на 6-й этаж, и оттуда прикольный вид получается. Но я его сейчас покажу по-другому с дрона. В общем, приехал на одну смотровую площадку из двух, которые будут в этом выпуске. И одна называется Као Корма. Смотровая площадка с видом на Мьянму. Находится она в национальном парке. И по пути, пока сюда поднимался, здесь много знаков, что бегают здесь олени и бегают здесь макаки. Но никого пока я не встретил. Может быть, потому что я приехал уже сюда к закату ближе. Вот, но вид отсюда открывается очень таким интересным. То есть вот это вот все дальше, то, что идет, холмы и тот берег. Примерно, наверное, тут метров 700-600, тут уже сужается река. Это уже Мьянма, другая страна. Вот, ну где-то здесь, наверное, внизу вот по пальмам, точнее по деревьям, кустам прыгают макаки. Но это не точно. Ранонг граничит с одним из городов Мьянмы – Кодаун. Добраться до него можно на лодке, пройдя пограничный контроль. Возят на обычных маленьких лодках или же на больших, в зависимости от времени и загруженности. Вообще вдоль всей границы очень много деревень, с одной и со второй стороны. Обычное явление для приграничных территорий. К тому же удобно для рыболовства, ведь тут по реке идет прямой выход в море. В общем, здесь на смотровой целая какая-то съемка намечается. Интересная. Куча аппаратуры привезли, там камера серьезная, с оборудованием серьезным. Но вот такой вид на Мьянму отсюда открывается. Очень интересный. Это еще Таиланд, а вот сюда дальше поворачиваешься уже вот сюда. Это уже вот Мьянма. Сейчас дальше пройдем, покажу. Ну и вот здесь вот прикольно сделали лавочки, скамейки, как правильно назвать. И можно спокойно посидеть вот и посмотреть с таким крутым видом с обзорной площадки на Мьянму. Может быть, кому-то помахать знакомым. Иди сюда. В общем, приехал на смотровую площадку, а тут малышей много голодных. Решил им свои бутеры с колбасой отдать и с яйцом. В общем, бутерброды, которые у меня были, с колбасой, с яйцом и хлебом, который я весь день пытался съесть, так и не съел, отдал сейчас собакам. Приехал тут на горе 2 больших собаки и 4 маленьких щеночка были. Голодные, видно, что прям очень сильные, такие худющие. Все им отдал, они там в порывах кусали как могли. Думал так с руки дать, но один я так нормально, так маленький кусанул. Ну не прокусил ничего, вроде бы нормально все. Ну так, не стал с рук давать, так просто кидал, разламывал. Вот, ну, хоть чуть-чуть покормил малышей. Вот, видимо, тут никто на горе не кормит их, хотя какие-то здания тут есть такие хорошие, ухоженные. Может быть, когда какие-то посиделки здесь проходят, их подкармливают. Видно, что вот раковина есть, стульчики, столы, такие все культурное, все так цивильно, аккуратненько. Даже кондиционер, вон, смотрю, пульт висит от кондиционера. Ну да, кондиционер висит. Видимо, что-то здесь происходит иногда. Может быть, какая-нибудь кафешка была или есть, там реально она не работает. Какое-то название есть у нее, но ничего не видно здесь. Но в целом очень красиво тут. Вообще, граница Таиланда и Мьянмы – это непростая история, так как тут происходили часто незаконные пересечения границы беженцами из Мьянмы.
что приводит к большим трудностям для Таиланда. Эта миграция происходит не постоянно, а наплывами по мере каких-либо проблем в стране, или же как в ковидные времена. За свою историю эти страны даже воевали с друг другом 4 раза. Но несмотря на это, сейчас между странами очень тесные торговые взаимоотношения. А я тем временем отправляюсь заселяться в гостиницу, чтобы завтра продолжить изучать провинцию. Увидимся утром. В общем, приехал я покормить этих булочек. Купил им килограмм корма. Сейчас покормим их. А подождите вы, я еще не насыпал. Давайте, вот так насыплю. На, держи. Не бойся тоже. Кушайте. В общем, они голодные очень сильно. Но теперь сытые все будут. Я им килограммчик привез сухого. Кушай, кушай, не бойся. Ты чего боишься? Один. Держи. Иди, не бойся. Давайте это все съедайте, остальное куда-нибудь в пакетик аккуратно насыплю. Вот так вот. Вчера сюда, когда приезжал вечером, думал тут бутерброды свои съесть. В итоге ничего не съел. Все отдал собакинам этим. Потому что они реально прям очень сильно худые. Прям голодные сильно. Видно, что их никто не кормит здесь. Ну, может быть, кормят, конечно, но очень редко. Вот. И решил, что надо с утра все-таки доехать сюда, обратно вернуться. Хотя тут возвращаться было 30 километров в одну сторону. В обоих сторонах 60. Вот. Но в итоге поехал. Не поленился, заехал, купил килограмм корма. Покормил их. И вот собакины довольны теперь. Кушают. Кормите животных. Будьте добрее к ним. Давайте, доедайте, доедайте. Сейчас еще насыплю. Там еще целая пачка. Почти все доели почистую. Что, ты еще хочешь, да? Ты уже понял? Держи, иди сюда, не бойся. Вот тут две взрослых, ну, наверное, одна взрослая все-таки, две средних и две маленьких прям щеночка. Два маленьких щеночка. И все очень голодные. Так, что вы тут все подоели? Давайте еще наложим. Иди сюда, маленький. Так вот. Кушай, 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 малыш. А здесь дальше отсюда идет неплохой вид на Мьянму. Сейчас покажу. В целом тут кто-то приезжает сюда, но что-то как-то не особо не горят желанием тут кормить животных там или еще чего-нибудь. Вот. Поэтому как-то такие сегодня ребята.
Вот так вот. Вот это вот уже все другая страна. Между двумя берегами какие-то островки маленькие. Ну, я так понимаю, это просто какие-то мангровые заросли. На лодочках кто-то катается внизу. Пей, пей. Не бойся. Хорош, хорош. А вот мисочками с водой поставил. Теперь попить и поесть есть. Временами граница между двумя странами закрыта из-за этнических конфликтов в Мьянме или активизации борьбы с контрабандой наркотиков. Через границу Таиланда пробуют пробираться мьянманские боевики, из-за чего происходит столкновение с таиландскими пограничниками. Штаб-квартиры многих мьянманских антиправительственных организаций находятся в Таиланде, что в свою очередь резко критикуется правительством Мьянмы. Сейчас приехали в центр города. Здесь находится дворец, который строили для одного из королей, чтобы он, когда приедет, в нем встретить. Вот. И после этого этот дворец с какой-то окраины перенесли сюда. Теперь он здесь стоит и, скажем так, для туристов. Хотя для каких туристов я так пока я не понял. Вот он на заднем фоне, сейчас я подойду поближе. Потому как за 2 дня моего пребывания в Ранонге, в принципе, вообще в провинции я покатался, я встретил примерно ни одного туриста. Только я один был. Даже, в принципе, я в магазины, когда какие-то заезжают, там в 7-Eleven, на меня все так смотрят с такими глазами, типа, с какой-то я планеты свалился. Вот. Как бы для них здесь туристы это совсем прям какая-то диковинка. Вот такая интересная тут скульптура, памятник. 2 женщины что-то делают, видимо, это какие-то камни перемывают или что. Там в них что-то кто-то ложит, какую-то еду. И голуби сидят, точат. Улетели, я подошел, разогнал. Ну и вокруг какие-то фонтанчики. Сейчас не работает пока, но вечером, видимо, или днем включает позже. Сейчас еще время дообеденное. Примерно так это все выглядит. Туристов тут вообще нету у них в провинции. Провинция очень такая бедненькая, не очень, скажем так, все здесь обустроено и так далее. Поэтому, скажем так, стоит им заняться немножко, развивать провинцию в плане туризма и так далее. В принципе, есть чем заманивать границей, может быть, какими-то интересными развлечениями сделать там возле границы и так далее. В принципе, сюда вроде как возле порта и возят на спидбодах туристов, но немного. Какие-то там совсем маленькие, и то они приезжали на спидбодах, то, что я видел. Я именно прям туристов там не видел, я видел, что просто спидбоды были. Может быть, это местных возят куда-то. Вот. Тут сейчас увидел ящерицу такую вот. Убежала. Большая интересная ящерица была. Ну, примерно вот так он выглядит. Это, я так понимаю, здесь уже храм идет. Туда заходить я не буду, надо разуваться. Хотя пойду посмотрю. Сейчас разуемся. Зайдем, заценим, что там есть интересное. Но выглядит все тоже так солидненько здесь. А вот так это все выглядит снаружи, если подойти поближе. Вот дальше тут еще одно здание. Тут тоже что-то, какие-то скульптуры.
В общем, это старый рынок на Ранонге. Очень максимально странный. Тут продают мясо, какие-то яйца, и рядом сразу какие-то носки, трусы, какие-то вещи непонятные. В общем, непонятно. Но опять же, здесь также из туристов примерно я один, и меня все очень сильно смотрят. Думаю, чел, ты что вообще, что я забыл? Я еще с камерой хожу, тут вообще все в непонятках, что происходит. Какие-то непонятные люди ходят, что-то снимают. Захватить мир пытаются, наверное. Думаю, хотя он как бы много чего есть, продают обычные вещи, всякие магазины, барбершопы какие-то тут есть. Еду какую-то готовую, даже неплохо все выглядит, аппетитно. Вот. И вот тут вот заходит дальше рынок уже. Куда-то вниз спускаешься какой-то. Пойдем быстренько пройду, посмотрю, что есть. Если тетенька что-то продает. Что поймала, то и продает. Ну, стандартный, как и везде. Все подряд. Все, что хочешь. Тут же по рынку все ездят, что-то. Тут же готовят, тут же вон игрушки всякие. Такой жесткий рынок прям. Всякие странные ребята ходят. Хотя, наверное, для них я странный чувак, который исходит с камерой. Но так-то так. Здесь фрукты какие-то продают. Здесь что-то готовое поесть. А здесь уже больше такой овощной рынок, часть, видимо. Хотя пока я шел, там, по-моему, везде был и овощной, и вещевой, и поесть сразу. Все было в одном месте. Ну, в общем, не знаю. В принципе, то же самое есть, наверное, во всех провинциях. Просто вопрос ассортимента. Вон тут рыбу продают. Какую хочешь. Крабиков, всех связанных, креветки. Кстати, креветки дешевле, чем на Пхукете. Ну, тут тоже, что хочешь. Самы какие-то. Так, все остальное я не знаю. Вон акулки лежат. Скаты. В общем, атмосфера здесь такая себе. Прям такая азиатская. К этому надо привыкать, мне кажется. Я в свое время уже сколько тут живу, так и не привык еще к такому. Ну, в принципе, в таких местах редко бываю, но все равно. У меня там возле дома есть рыночек тоже небольшой, где там покупаем фрукты, какие-то овощи иногда, рыбу. Но он такой прям поменьше, спокойненький такой, знаешь, свойский какой-то, домашний. Вот, нет такой среды, а здесь вот прям такой местный, колоритный. Ну, тут туристов нету, как бы они все под себя, и поэтому им без разницы, они где продают, там и едят, как бы там и готовят. Поэтому им вообще не важно, как, где, что происходит. Ну, так вот. Ну, тут же на байках все ездят, мимо еды. Поэтому вот так вот весело тут у них. Ну, что хочешь. Булочки, тут сразу полотенца какие-то. Дальше там игрушки какие-то. Там на байке кто-то стоит. Здесь очень много уличных собакинов. Прям очень много. Да? Привет. Как дела? Не знаю почему, но в Ранонге прям очень много уличных собак. По всем улицам везде очень много бегает прям. Я думаю, что как-то тут все
печально с животными у них. Либо ими вообще никто не занимается, ну, все, скорее всего. Либо что-то еще. Но прям бросается сильно в глаза, что очень много бегает собак по улицам. Никакие как бы не кидаются, ничего, все спокойные. Но сам факт, что оно есть. Ну, вроде как подкармливают их там иногда. Вот я, например, сегодня не поленился, поехал туда-обратно, 60 километров скатался, чтобы покормить их. Потому что на эту гору мало кто приезжает, а так они сытые. Да. Сейчас приехал на горячие источники. Здесь, в этой провинции, это очень популярная история. Приехать и вот в таких вот источниках, а-ля бассейники маленькие, попарить ноги. Сейчас ближе подойду к другим. Пока решил по мостику пройтись. Такой интересный мостик здесь. Через небольшую речку, которая текет. Вот. В принципе, все здесь таки сделано довольно-таки неплохо. Это место здесь вокруг одни, скажем так, спа всякие процедуры. Это горячие ванны, эти обычные какие-то ванны, бассейны, массажи, что-то еще. Тут прям когда подъезжаешь здесь, начинаешь по этой улице идти, тут везде одни всякие спа, там то, спа, это, там какие-то еще услуги. Вот я шел, видел, что там массаж делали, там какой-то массаж делали, там что-то чем-то натирали. Вот здесь вот какие-то горячие ванны. Ну, либо просто можно поспать. Тут такое вот под крышей место есть со слониками всякими, и тут он все отдыхает. И никто не парится ни за что. Ну, в целом, вот так вот все интересно выглядит. Ну и вот так вот тетя сидит, ноги опустила и отмачивает свои культяпки. Поэтому такие вот. Вот есть там 65 градусов. Вот. Петух тоже пришел отмачивать свои куриные лапы. Вот такие всякие разные интересные штуки. И вот люди приезжают, здесь оплачивают. Стоит все довольно-таки очень недорого прям. Вот здесь 65 градусов. Вот это вот котел, или как его называть, с какими-то странными потеками, сливыми или что это, непонятно. В общем, вот так вот это все выглядит интересно. Ну, блин, все сделано красиво, качественно, аккуратненько. Ну да, вот 50 бат с человека стоит. И ты вот по всей этой территории ходишь, куда хочешь, свои заготовки суешь. Вот, поэтому примерно вот как-то так. Не знаю, вроде как-то все это интересно, там, но как-то что-то я смущаюсь сидеть здесь, ноги парить. Не понял, сколько тут людей уже побывало. И как-то, ну вот, немножко меня это смущает. Хотя, может быть, я и не прав. Но в следующий раз тоже попробую я. Показал, как это все выглядит. Пойду еще на вторую сторону схожу. Там что-то еще есть. Но я думаю, что, наверное, такие же пару бассейнов стоят еще. И все. Хотя, может быть, вообще ничего нет, просто беседки. Ну да, там просто беседки и все. Больше ничего нету вроде бы. Сейчас посмотрим. За 50 бат выдают они тапочки, какое-то полотенце они дают вроде бы. И ты пошагал, скажем так, париться. Ну да, тут тоже пару бассейников таких находится. И все, больше ничего особо такого нету. А вот туда уже на ту сторону переходишь дороги, там уже всякие массажи и какие-то еще там всякие спа-процедуры, которые можно там намажут тебя, там накрасят и так далее, и так далее. Все, что хочешь делать, главное, заплати. Но в целом интересно, молодцы, это надо, наверное, чтобы как-то за собой ухаживали.
следили, то тут с этим большая проблема у тайцев. Вот. Ну и всякие кафешки находятся здесь еще и так далее. Вот такое интересное место. А здесь собаки дальше отдыхают. Последней точкой остановки в Ранонге будет водопад Нгао в национальном парке Нгао, который я решил вам показать с высоты птичьего полета, чтобы вы могли понять его масштабы, ведь высота этого водопада более 300 метров. Его вершина уходит в облака тумана, что придает ему еще более невероятный вид. На этом все. Увидимся в новом месте.